Перепахав долину с юга до севера, отправил Росимир разработчиков на поиски новых земель. Тысячи часов шли исследовательские караваны и, наконец, вышли в чудесную долину под названием Оксбоу. Немало искателей отдало свои жизни при исследовании богатств долины, полной зверья, ресурсов, интересных и иногда пугающих мест, где давно не ступала нога человека. На новой карте вас ждут 4 новых поселения со своими уникальными историями, которые вы будете исследовать по мере прохождения игры. Прямо в сердце долины, за крепостными стенами, вас будет ждать Пиастовия, главный торговый центр Оксбоу. На центральной площади вы найдете продавцов всего, что вам нужно, от кухонной утвари до экзотических подарков для вашего любимого или любимой. Чуть ниже, прямо на воде, притулилась деревня рыбаков, построенная на сваях, где вы сможете прикупить отборной рыбки для вашего праздничного пирога. На севере, в глухих лесах, прячется деревня охотников и лесорубов, которым не просто сосуществовать друг с другом, так как их жизнь усложняет многолетняя вражда. На юге в скалах притаился шахтерский поселок, созданный когда-то как поселение для порабощенных воинов, проигравших в междоусобной войне, принесшей немало бед и горя до того времени прекрасной и щедрой долине. Отголоски той войны вы найдете во множестве заброшенных зданий и поселений, которые хранят свои тайны, а также могут периодически заселяться разбойниками и злыми животными, так что будьте готовы к нелегким битвам во время ваших путешествий по этому новому миру. Что же еще добавили в этой долине? Ну, конечно же, первое и главное – это возможность играть с друзьями. Вы можете объединяться в кооператив до 4 человек и вместе осваивать этот новый мир, управлять вашим общим поселением или поселениями, сражаться с врагами и выполнять сюжетные задания и заказы с доски объявлений. Вам доступен редактор персонажа, где вы можете выбрать, кем будете играть – хрупкой красивой девушкой или брутальным воином, чей путь покрыт славой так же, как его тело боевыми шрамами. Вы и ваши друзья сможете управлять поселенцами, вступать в браки и заводить маленьких будущих героев. Вы можете все делать вместе или разделить обязанности для процветания и продвижения вашей деревни. Вы можете добывать ресурсы, заниматься торговлей, ходить на охоту на зверей, которые стали на порядок шустрее, опасней и умнее, так что сражения с ними теперь не будут такими простыми, как были. Вам будет доступен как кооперативный режим с подключением других игроков, так и автономная игра для одного, если вы любите соло-прохождение. В любой момент вы можете переключить свою деревню из одного режима в другой и перевести соло-прохождение в кооператив и обратно. Посетить Росимира и его деревню в этом режиме вы не можете. В кооперативном режиме изменение настроек игры, будь то безлимитный вес, коэффициент опыта, количество дней в сезоне и прочее, может делать только хост, то есть игрок, который первый начал эту игру. Если вы к нему присоединились, вы можете играть только, пока его компьютер подключен к интернету. Тем, кто уже играл в Medieval Dynasty, совет: забудьте все, что вы знали об экономике средневековой династии. Вам не получится стать королем каменных ножей, как звал себя Росимир, и добиться финансового процветания, много лет бегая по лесам и пылесося всю карту, продавая ягоды, перья и примитивные инструменты из подручных средств. Ножи, флаконы и ведра с корзинками больше не принесут вам дохода, как в одиночной игре. Вам придется приложить усилия, чтобы провести вашу деревню как можно скорее к более высоким технологиям, ведь именно более развитые технологии дадут вам возможность обеспечить себя и свои семьи неплохим доходом. Чем раньше вы освоите горное дело, швейное производство и кузнечное мастерство, тем быстрее вы сможете получить адекватные деньги и открыть новые технологии для будущего развития. Для найма поселенцев вам также будет нужна репутация династии, которая будет доступна для получения разными способами. Вы можете изучать истории деревень, выполняя сюжетные квесты, брать заказы с доски объявлений и ублажать хотелки жителей вашего поселения в сезонных квестах. На новой карте на вас не навалят весь лор одновременно, как было у Росимира, когда при старте вы открывали все истории сразу и, выполнив квесты Алгвина, Юнигоста и Самбора, через несколько лет сталкивались со скукой и ощущением, что в долине больше нечего делать.
Здесь сюжетные ветки будут накатывать вам контента постепенно, порционно и дозированно, и вам всегда будет чем заняться, если вам интересно узнать историю Оксбоу получше. Пещеры, руины и леса будут рандомно спавнить не только брошенный лут, но и мини-сценки с захватами тех же пещер или руин, разбойниками или бродячей стаей хищников, с которыми придется сразиться за охраняемое сокровище в виде 2 ягод вишни и пары украденных бутылочек местной барматухи. Для любителей заняться добычей ресурсов в долине богатые леса, есть глина и ягодники, 6 пещер и шахта в рабочем поселке Скауки, где можно добыть себе руды на безбедное существование. Леса полны грибов и зверья, которые не очень-то расположены с вами делиться. Теперь безобидные барсук и лиса представляют опасность, стоит вам подойти к ним слишком близко. Не забывайте, что лес это не место для беззаботных прогулок. Усиление и опасность животных – это не единственный стимул для того, чтобы играть с друзьями. Измененная экономика ставит вас в ситуацию, когда ваши еще не прокачанные крестьяне не справляются с поставленными задачами, и помощь друзей по добыче ресурсов и обеспечению деятельности села поистине бесценна. Еще более актуальными в условиях выживания становятся лечебные зелья и пища, баланс которой полностью пересмотрен. К тому же многие блюда теперь добавляют полезные бафы, способные вас согреть, вылечить или увеличить грозоподъемность на некоторое время. И хотя визуально карта на первый взгляд кажется немного меньше, чем долина Росимира, ее наполнение стало более богатым, живым и динамичным, и любителям исследовать новое будет чем занять часы прохождения и путешествий. Для любителей навести красоту добавлено множество новых декораций и декоративных рабочих станций, которые превратят вашу деревню в самое красивое место на земле. Это и разные новые заборы, арки, клумбы, навесные ящики с цветами, поленницы, рыболовные сети, маслобойки, стога сена и места для стирки крестьянских подштанников. Добавлены голубятня, тревожный колокол, а для любителей реализма есть даже деревенский сортир, гордо именуемый гальюн. Добавлены новые виды мебели, столы и стулья. К сожалению, все это также пока нельзя разместить внутри наших домов, но во мне не угаснет надежда, что скоро это случится, ведь уже есть прецеденты, и жители Пестовии научились ставить мебель внутри своих зданий. Наши младенцы получили в подарок от разработчиков колыбельки, наши жители веселят нас болтовней и песнями, у персонажей появилась анимация губ при разговоре, и в целом они стали меньше напоминать деревянных болванчиков, хотя стукнуть им киянкой по лбу все равно иногда хочется. После прохождения обучающего квеста, занимающего 5 минут, вам сразу доступен максимальный лимит количества зданий, и вы уже не столь жестко втиснуты в условия прохождения глав для открытия возможности развития вашего поселения. В Оксбоу вы более свободны в выборе ваших занятий, чем в истории бедолаги Росимира. Разработчиками проделана большая работа для того, чтобы наше с вами прохождение было еще более интересным и увлекательным, но эта работа не закончена, и я уверена, что они и дальше будут радовать нас новыми и новыми фишечками. Но уже сейчас Оксбоу представляет собой прекрасное место для того, чтобы попробовать свои силы в выживании, исследовании и развитии своего нового королевства. Королевство, в котором правите и управляете вы и ваши друзья, вместе, сообща и с радостью. Загружайте торговые караваны и собирайтесь в путь. Долина Оксбоу ждет вас.